Хотя пока нашли только один. Лепнина? Оказывается, это не картина, а барельефа. Интересную деталь обнаружили на этом вокзале. Мы снимаем все в кучу. Город хоть и маленький, но засветился в известном фильме. В фильме он есть, а в реальности нет. Если вы не смотрели первую часть, посмотрите, а мы продолжаем. Интересно, а есть ли известные люди из Рогачева? Рогачев для Короткевича — это словно Болдина для Пушкина. Немного культурного туризма. В Рогачеве мы нашли дом Владимира Семеновича Короткевича. Находится он на улице Короткевича, 59. Точная дата постройки неизвестна. Известно точно, что здесь он часто засиживался с блокнотом, создавая свои произведения. Здесь были созданы такие произведения, как «Ладья отчаяния» и «Седая легенда». Кстати, по последнему произведению была оперная постановка. Владимир Семенович – современный классик белорусской литературы. Родился в Орше, а долгое время жил и работал в Минске. Кстати, про Оршу у нас тоже есть видеоролик, заходите, посмотрите. Рогачев занимает не последнее место в его биографии. Сюда он приезжал к своему родному дяде Игорю Васильевичу Гриневичу. А улицу, где находится дом родственников писателя, переименовали. И сегодня она по праву носит его имя – Владимира Семеновича Короткевича. К культурной части мы еще вернемся, а пока прогуляемся по улицам Рогачева. Ну, в общем, Рогачев – это город для любого туриста. Тут можно и пешком погулять, и на машине проехаться. Есть тут и такие дороги, и такие тротуары, и нормальные городские дороги, асфальтированные. Что потерял? Да вот, замечаю, как важно сегодня быть онлайн. Особенно в незнакомом городе. Местные кафе, где перекусить поблизости, гостиницы, хостелы, где можно переночевать, сувенирные лавки. В общем, у кого есть хороший сайт, тех проще найти. Кстати, я занимаюсь SEO, помогаю сайтам привлекать клиентов и расти в поиске. Если вашему проекту нужен трафик и видимость, обращайтесь. Ну а теперь продолжим дальше. Это наглядный пример того, как можно потратить выигрышные деньги. Берл Беленький. Крупный торговец своего времени, который славился честностью. Был тем, к чьим советам прислушивались, и местные горожане его считали мудрым. Его безупречная репутация оказала влияние на его страховой приз, который он получил и потратил на строительство этого дома, известного сейчас как дом купца Беленького. Здание является памятником архитектуры, но кажется, что местные пернатые не имеют представления о том, памятник это или не памятник. Они живут своей жизнью, никого не трогая, сооружая гнезда и немного портя фасад своим пометом. Есть вещи очевидные, а есть не очень очевидные. Например, вот это. Это Дом культуры.
Почему не очевидно? Потому что гармонично он вписывается в архитектуру улиц, и только... Да, музыка, которая слышна из его окон, выдает это здание. Как я уже сказал, что оно очень гармонично вписывается в общий облик города и ничем не отвлекает на себя излишнего внимания, но разве что тем, как это обычно бывает в маленьких городах, ярмарки. Да, мы попали как раз в этот момент, что здесь проходила ярмарка. Тут, к слову сказать, много всяких вкусностей можно было купить, которые узроблены у Белоруссии. Но если к Дому культуры вернуться, то это не запущенный объект. Он живет и радует местных, а также приезжих. Тут проходят различные местные мероприятия и гастроли белорусских артистов. Дом культуры имеет, кстати говоря, свою страничку в Одноклассниках и ВКонтакте. В городе Рогачев в 1912 году был построен театр на целых 500 мест, один из самых крупных в регионе. Он стал центром, где собирались городская интеллигенция и просто ценители искусства. Но... Здание театра не сохранилось, но здание реального училища вполне сохранилось. Хотя его называют зданием, все же изначально он строился как комплекс. В 1906 году он был построен и состоял, смотрите, из кирпичного двухэтажного Г-образного здания самого училища, 3 садиков, сарая из 4 отделений, каменного ледника, клозета и абиссинского колодца в центральной части двора. С западной и северной сторон двор был обнесен деревянной оградой на каменных столбах. С восточной, в промежутках между главным корпусом и флигелем, железной, на каменной фундаментной решетке. В начале Великой Отечественной войны был сожжен, но восстановлен в 1950-х годах. Это здание одно из дореволюционных построек в Рогачеве и сейчас работает как средняя школа. Ну и какой интерес все это представляет для туриста, возникает вопрос. Наглядный, эстетический и для расширения кругозора об истории, скажу я. Раньше всех в нем появилось паровое отопление, и это было одно из 3 каменных зданий в то время во всем городе. Тут тихая и ухоженная территория, однако если вы будете фотографировать, то будьте готовы, что выйдет охранник и будет задавать вам вопросы. Буду до рассвета вопросы задавать. Классный, тихий, чистый и уютный городок в Гомельской области. Противоречивые ощущения во время прогулок по нему возникали у нас не один раз. Тишина на улицах подсказывала, что это маленький город, но на самом деле не так. Хотя что такое тишина в городе, у каждого свое впечатление. И главное противоречие в том, что несмотря на существующие деловые вопросы, которые были у нас в тот момент, состояние тут было «пойди отдохни», можно так назвать. Но об этом чуть позже. Мы обратили внимание на то, что этот город называют городом одной улицы. Ой, отчасти это справедливо, но выглядит довольно странно. Здесь так много улиц. И если не спеша гулять своим пешком, Шел откровенно сам своим пешком. то ходить не переходить всех улиц Рогачева. Но мы также много и часто для больших перемещений используем машину. Не могу не отметить, как автолюбитель, такую особенность. Все едут по левой полосе, потому что в правой может быть вот такое вот. И движение здесь достаточно плотное, интенсивное. И если ты попадешь в правую полосу, то можешь долго оттуда выезжать, потому что слева будет постоянный поток. Плюс еще нету карманов, как мы привыкли, например, в Гродно, в Бресте. На поворот налево или поворот направо всего лишь 2 полосы. И, соответственно, если кто-то будет поворачивать налево, то придется тоже его объезжать, но уже справа. Хотели попасть на завод, где делали диапроекторы, без которых нельзя было представить детские вечера в 80-х годах прошлого столетия. Но оказалось, что из-за нашей занятости попасть на экскурсию мы не можем. Проходят они только в рабочее время, по рабочим дням. Да организовывают их в основном только для организаций. Жаль. Это была одна из наших целей. Пришлось поностальгировать, созерцая фото этих устройств. В общем, нам оставалось только прогуляться по парку около завода, да сделать пару фотографий.
у другой банки сгущенки. Да. Но мы решили не сдаваться и посетили местный музей в надежде увидеть там что-то из продукции этого завода. История исторического музея начинается с 1962 года на добровольных началах, а с 1967 уже в статусе государственного. Очень приятная благоустроенная территория перед входом в этот музей видно с главной улицы. Экспозиция музея начинается с вестибюля, фриз которого отражает историю региона и города, а также с приветливого персонала. Здесь организуются также временные выставки. Когда мы посетили его, то здесь была детская активность. Да, и было немного шумновато, но и красиво одновременно. Тут имеется 7 залов, писатели-земляки, зал археологии и истории, кстати, нам очень понравился. Тут всякие неведомые насекомые и интересные находки. Зал довоенного и военного времени, зал этнографии, городской быт первой половины 20 века и зал современности. Кстати, здесь и проходила эта выставка. Стоимость около 2 рублей за человека. Но и только здесь нам удалось увидеть частичку того, чем теперь занимается знаменитый диапроектор. Тут же сладкая гордость Рогачева и много чего интересного. В общем, мы остались довольны. Ну, а теперь Ищем, где перекусить. И что мы нашли? Много всего написано, но вместо сыра, мне кажется, здесь просто соус написан сырный. Какой-то. Не совсем понятен, конечно, такой подход, когда вроде бы кафе, во-первых, в нем, в самом кафе есть перерыв, и кафе в выходной день, когда, ну вот, мы как туристы, приезжие, хотели бы где-то перекусить, оно находится на главной улице, но кажется, что какая-то своя политика, наверное, привлечения клиентов, да? Суббота, воскресенье, выходной. Это очень интересно, конечно. Поэтому вот пришли сюда, вот в эту вот кафешечку. Ну и вот, коктейльчик молочный, ну вроде бы ничего. Сам лаваш. Хорошо поджарено. Почти как магазины, но единственное, да, что хорошо поджарено может быть. Хотя вот здесь вот сыр, кусочки есть, конечно, вроде бы. Шаурма, 300 грамм, 2 штуки, да, и 2 коктейля, 24 рубля. Мне кажется, 2 альтернативы кафе, которые не работают по выходным, вполне нормально, да? Но то, что напихано здесь много, это, конечно, да, очевидно. в общем, счастливые, объеденные и довольные идем. Ну, шаурма реально большая. То ли здесь по-рогачевски эти 300 грамм какие-то, не 300 грамм, а полкилограмма. Ну, в общем, очень много, как нам показалось. И она очень сочная. Поэтому это прям классная альтернатива тем кафе, которые закрываются для приема туристов. Так, в прогулках по интересному городу незаметно подошел вечер. Кстати, тут есть возможность поиграть в бильярд в здании общежития колледжа. Ну, что мы и сделали в один из таких вечеров. С друзьями провели отличнейший вечер. По предварительной записи или по телефону забронировали столик и оторвали здесь на полную катушку. Ну, а теперь идеальное место, где нужно проводить вечера в Рогачеве.
Кажется, что здесь мест для прогулок, отдыха и релакса вполне достаточно. Очень достаточно. Вон. Еще одно место для спокойных прогулок – это набережная. Отсюда открывается отличный вид на реку Днепр. Тихое, уютное местечко в центре города. Есть места для парковки автомобиля, но пока еще бесплатные. Когда мы были здесь, было вполне спокойно. Не было шумных компаний, которые могли бы испортить впечатление от отдыха. Побывав немного на берегу реки, в тени деревьев, мы наведались еще в один район города. Но так как нам интересно было узнать чуть больше. Этот город можно условно поделить на 3 части. Это частный сектор и район Девятки. Но район Девятки тоже делится на 2 части при помощи китайской стены. Он отделяет старую часть Девяток от района... Петушки. Цветную часть. Петушки. Разноцветную. Вот. В общем, дома здесь действительно разноцветные, голубые, желтые, красные, малиновые, в общем, Яркие. яркие. Да. А вот вопрос. Почему этот район называется Девятки? Кто знает? Обычным темпом мы дошли еще до одного примечательного места. Ну, в общем, это место связано с лесопилкой. И это место, как ни странно, связано с песчаными дюнами. Ну, как-то так. И это похоже на историю, когда ты видишь лесопилку? Нет. А она есть. Некоторые жители города могут помнить лесопилку, которая раньше находилась на этом месте. Сейчас тут детский сад. Построил ее когда-то Эдмунд Булгак, владелец Жилищского дворца. Раньше местность в том районе напоминала дюны. Песок раздувался ветром и попадал на пилы лесопилки. И чтобы исправить эту ситуацию, Булгак привез с Кавказа или Крыма особый сорт сосен и посадил их вокруг лесопилки. И эти сосны растут там до сих пор. Узнать их можно по слегка закрученным шишкам. Это и есть напоминание об истории лесопилки, которой уже нет. И это был еще один день из жизни в нашу семейную копилку. Рогачев – это город, который точно не оставит равнодушным. Спокойный ритм жизни и великолепные закаты, от которых приходишь в неимоверный восторг. Всегда огорчает только один момент. Приходится возвращаться в повседневную жизнь, в привычном месте. Но напоследок мы решили встретить еще один потрясающий закат в этом городе. И один теплый вечер в городе, который нам запомнился не только сгущенкой.